Клоунов Продукт. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас выходит новый замечательный топовейший видеоролик. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новейшие бомбистские видосики. Так что не забудь подписаться с колокольчиком, потому что колокольчик тебе дает оповещение о моих новых жестких и интересных роликах. То есть как-то так. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе в принципе расскажу о группе Biswarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я в принципе для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было Biswarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. Ну и также не забывай писать свои интересные комментарии. Допустим, опиши свою жизнь в симуляторе пчеловода, чего ты достиг, за какое время. Допустим, напиши, что ты сделал вчера, что ты сделал сегодня, сколько ты вчера нафармил. Описывай обязательно, в конце указывай свой ник, то есть напиши в конце комментария свой ник в Роблоксе, чтобы я добавил тебя в друзья. Ну а также, кому вообще нечего написать, то вы можете описать, что мы делали в прошлом ролике, о чем я там вам рассказывал, что мы там делали, и также описывайте, в конце указывайте свой ник в Роблоксе, и я вас буду принимать в друзья к себе на Костю Попу, то есть на свою основу, то есть как-то так. Если что, ссылочка на мой основной аккаунт в описании ролика, так что сможешь перейти, кинуть мне заявку в друзья, написать интересный комментарий и в конце указать свой ник в Роблоксе, и я тебя добавляю в друзья, так что не забывай. Кстати, кто-то тут бегает, я не знаю, тут, короче, постоянно какой-то чувачок, мой подписчик, наверное, он постоянно, короче, я вот тут стоял, готовился к видеозаписи, он постоянно заходил на сервер, он постоянно, либо его выкидывало с сервера, либо я не знаю, что происходит. Вот, видите, что происходит? Лагает сервер очень сильно, он ко мне постоянно перезаходит. Ой-ой-ой, посмотрите, что со мной было. Я просто ищу, что за баги симулятор пчеловода. Какой-то баганный сервер, в общем, он постоянно ко мне заходит и вот так вот возле меня вот так вот бегает, это капец какой-то. Ладно, погнали к ролику, ребят. За этот ролик я хочу получить 215 лайков. Как только мы набираем 215 лайков, сразу же выпускаю новый видосик. Но не забудьте этот видосик досмотреть до конца. Ужас, что происходит в симуляторе пчеловода. Какой-то баганный сервер. Кстати, тут у меня метеоры попросил. Давайте подписчику запустим метеоры. Не знаю, зачем он пишет на английском. Но давайте ему запустим, почему бы и нет. Мне, в принципе, не сложно помочь моему подписчику. Все, я запустил, пусть наслаждается метеором. В общем, что я хотел вам сегодня рассказать. Как вы поняли по превью, по названию этого ролика, то, что этот ролик будет говориться о макросах и о читах. Сегодня я вам все по полочкам расскажу, что я хотел вам разложить по полочкам. То, что лучше, читы или... Получается у нас макросы. Как вы знаете, макросами пользуются самые топовые игроки, то есть вот эти с топ-1 до топ-100 это люди, которые пользуются макросами. Кто не знает. Почему пользуются макросами, а не читами? Читы, во-первых, читы они запрещены, и плюс читы они не настолько сильны, как могут быть макросы. Вы спросите, Костя, вот есть у меня такие ребята, которые играют с читами, вы мне скажете, Костя, читы это самое сильное, что может быть. Ребят, я категорически с вами не согласен. Почему, вы спросите? Да потому что я лично, как вы помните, у меня были ролики, где я записывал обзоры вам на читы. Я до этого эти читы тестировал, чтобы понять суть этого чита, что он может, что он дает. В общем, давайте покажу вам на экране эти ролики. Раз, два, три. Скрин вы увидели на экране. Тут у меня два моих популярных ролика, где я снимал насчет читов. То, что какие они крутые и всякое такое. Ну, снимал я для тех ребят, которые, юзают эти читы. И, как видите, эти ролики набрали огроменные просмотры, потому что, видимо, много кто читами пользуется, то есть как-то так. Лично я сам ими не пользуюсь, но по факту пользовался, потому что я же ими какое-то время попользовался, чтобы вам объяснить про структуру чита, посмотреть на него, то есть как-то так. Но лично вот на своем аккаунте я читы не юзаю, потому что меня могут забанить.
Конечно, это очень маленький шанс, то, что меня забанят, но если вы будете играть с читами вот на таком сервере, где очень много людей, поверьте, закидают вас репортами, улетите в бан просто по звездочке, вот реально за секунду улетите, потому что репорты, как вы знаете, они все делают сами за себя, то есть как-то так. Ну, а также, давайте вернемся к макросам. Почему макросы намного круче? Макросы, они не запрещены. Также макросы, они повторяют действия без каких-либо багов. То есть, если ты в читах, допустим, поставишь автофарм, тебя, во-первых, будет кикать с сервера через какое-то время. То есть, у тебя стоит чит на фарме, тебя просто будет кикать с сервера, тебе нужно будет перезаходить, опять же запускать эту программу гребаную, то есть скрипт, и опять же вот это повторять. Также тебя может просто залагать игра. То есть, у тебя игрок фармится, ты просто залагаешь на месте и все, будешь стоять. Тебе нужно опять будет подходить к компу, опять выставлять этот гребаный скрипт и что-то делать. То есть это вообще такая фигня полнейшая, никому не советую играть читами, но кто ими пользуется, ребят, ну, пользуйтесь на свой страх и риск, то есть как-то так. Мне, в принципе, все равно, я не осуждаю этого, но, ребят, пользуйтесь на свой страх и риск, в принципе, не мои проблемы, можно так сказать. Чё насчет другого? Макрос, смотрите, макрос это просто программка, которая запускает макрос, это никакой не скрипт, это никакая фигня, которая не встраивается в игру, то есть это... запускается программа, которая просто ты нажимаешь там play, и у тебя начинает игрок, то есть, допустим, давайте представим то, что у меня сейчас включен макрос, то есть он включается, вы вот так настроили макрос, если что, у меня есть настроенный макрос, ребят, но давайте так, солью свой личный макрос на 800 лайков, если набираем 800 лайков, я записываю полный ролик насчет макроса, что, как он работает и все такое, и также оставлю вам ссылочку и объясню, как скачать и как им пользоваться, то есть, как-то так, на 800 лайков сделаю обязательно. Если будет заходить каждый человек и ставить лайкос, то эти лайки мы наберем очень-очень-очень быстро. Так что не забывайте ставить лайкос. Почему я так говорю? Почему на 800 лайков? Потому что 800 лайков нам набрать, ребят, с вами максимально легко, максимально. Потому что это видео наберет больше 1000 просмотров, а значит, это видео посмотрит как минимум 1000 человек. И поэтому, если будет заходить каждый человек на видео и ставить лайк, то мы быстренько наберем эти лайки. То есть как-то так. Давайте же объясню, как работает макрос. Кто не знает, макрос он запускается так. Вы нажали play, допустим, он отсюда будет вот так вот бегать, и он будет вот так вот бегать на поляну, как вы сделали, и будет постоянно вот так вот фармиться, то есть он фармится вот так вот, фармится до того, как не забьется, до того, как забьется рюкзак. После чего, как у вас забивается рюкзак, сам макрос понимает то, что все, тебе нужно идти на хату. То есть ты берешь, возвращайся к улью, и у тебя складывается мед в улей. Потом он также будет повторять эти действия. То есть он сложил мед, будет вот так вот идти и вот так вот фармиться. То есть это офигенная штука, за которую бан очень сложно получить. Конечно же можно. Почему вы сейчас против макросы же не запрещены? Почему за них можно получить бан? Давайте вам покажу насчет скрин Анета, где Анет говорил то, что за макросы тоже вы можете получить бан, а именно вы можете получить бан такой, что вас не забанят, а у вас просто аннулируется целая учетная запись Roblox. То есть у вас игра в симуляторе пчеловода просто будет обнулена. То есть у вас все пчелы ваши пропадут, весь ваш донат, если он у вас есть. Короче, все пропадет. Давайте покажу этот скрин. Раз, два, три. На экране вы видите скрин, где Анет говорил то, что за макросы вы можете просто получить обнуление своей учетной записи. Так что будьте поаккуратнее, тоже делайте на свой страх и риск. Но могу сказать вам честно, я сколько играю в симулятор пчеловода, сколько пользовался макросами, бан я никогда не получал. А вот за читы, ребят, когда я вам делал обзоры на читы, конечно же, я читы показывал не на своем основном аккаунте, потому что я боюсь за свой аккаунт, потому что это очень дорогой мне аккаунт, я тут все сам выполнял, все вот это сам делал, это мне очень трудно потерять, это капец как сложно мне, так что я такой фигней не страдал на своем основном аккаунте. А вот за читы, честно вам скажу, я отлетал очень много раз в бан. То есть я делал обзоры, говорил то, что вот так вот круто, но я вам говорил то, что читы, они запрещены. Поэтому читы, ребят, не советую вам использовать. То есть как-то так. Насчет макросов вроде бы вам рассказал. Пользуйтесь макросами. Конечно же, сейчас макросами пользуются практически все. Я думаю, кто не пользуется ими, я даже не понимаю почему. Конечно, вы можете пользоваться кликерами. Кликеры, кстати, за кликеры вообще вам ничего не будет. То есть кликеры это, можно сказать, фигня. Я сам ими пользуюсь, но очень редко. Сейчас я в основном пользуюсь макросами, потому что макросы это топчик, это one love. Кто пользуется макросами, тот поймет, что макросы это просто конфета.
То есть как-то так. Надеюсь, что, ребята, это видео вам помогло. Рассказывайте об этом видео своим друзьям. Пишите ваше личное мнение. Расскажите, чем вы пользуетесь. Либо вы фармите своими руками. Скажу честно, я фармлю и руками, и макросами. То есть я... рукомакрос, то есть как-то так. Напишите свое личное мнение по поводу этого. Ребят, кто, кстати, пользуется читами, опишите, как для вас, почему для вас лучше читы, чем макросы. А те, кто пользуется макросами, ребята, пишите свое личное мнение, почему макросы лучше читов. Ну и ребята, которые пользуются кликерами, опишите, почему кликеры лучше читов и макросов. То есть как-то так. В общем, рассказывайте об этом видео своим друзьям, чтобы они заходили, тоже ставили лайк, чтобы я заснял вам видос насчет своего личного макроса, чтобы вы тоже ими пользовались и фармили очень-очень много. То есть как-то так. На связи был Костик Пау-Пау. Встретимся, думаю, завтра на новом замечательном ролике. Так что всех жду. Ну, а что ж, всем пока-пока. Оставайся добрым, будь мудрым.